Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, сябры! И сегодня я хочу предложить вашему вниманию очень вкусный торт. Наподобие птичьего молока, кто любит, наподобие творожного суфле шоколадного. Он очень легкий, сытный, готовится. У меня ушло где-то минут, наверное, 30, не больше на все. То есть очень-очень быстро. Я готовлю их с разными начинками. Сегодня я вам покажу один вариант приготовления. Дальше не пропускайте мои выпуски, увидите, как можно еще будет их приготовить. Вот это второй вид тортика будет показан чуть-чуть попозже. Я купила клубнику, и сегодня у меня будет такой вариант, вот именно клубника и абрикосы. Часть клубники я заморозила, вот как раз чуть попозже я и готовила этот торт, а часть какую-то вот делаю со свежей. То есть можно и такой вариант, и такой вариант. То есть и с замороженными ягодами и фруктами, либо сразу свежие. Подготовила сахар, сметану. В данном случае я вот беру 20%, но очень хорошо, можно и 15%, абсолютно никак не влияет. Вот я готовила разные варианты, поэтому вот как вы уже сами захотите. Абрикосы у меня свежие, нам потребуется желатин, печенье и вот любое украшение, какое вы захотите. Сейчас я растворю желатин. Заливаю я его, можно заливать холодной водой, можете по инструкции пользоваться, но я чаще всего его все-таки заливаю именно горячей водой, мне так больше нравится, как он работает. Отставляю его. И здесь очень важный момент, вы не упустите. Вы вначале все подготовьте, помойте там фрукты свои, ягоды, подготовьте форму, тарелочку. И только в самом конце, когда у вас уже все будет готово, когда вы все взобьете, только тогда старайтесь уже замачивать свой желатин, потому что он настоится, и вам нужно будет его успеть добавить в вашу уже творожную массу. Точно так же можно использовать и желе. Это вот для другого тортика я делаю. Чуть позже, вот вам, как уже проговаривала, покажу. Я буду заливать там часть еще и таким желе. То есть можно и такие вариации делать, и такие. Вот это у меня творог, я купила его в магазине, творог очень вкусный, хороший тоже, я и сама делаю, и покупаю очень часто. Вот сметаны добавляю и добавлю сахара. Добавляйте его по своему вкусу, но много не старайтесь добавить, потому что ягоды у вас будут сладкие, а торт не должен быть приторным, он должен быть такой с небольшой, даже чуточку такой вот кислиночкой. Сейчас я все хорошо взобью. У меня сегодня будет помощником мой блендер кухонный, комбайн. Вы можете просто, если у кого-то нету, перетереть его просто через сито, чтобы немножко вот этих крупинок было творожных поменьше. Вот масса эта вся хорошо взбилась. Она получилась по текстуре очень такая нежная. Потому он и будет такой вот наподобие птичьего молока получаться. Очень вкусный. Ну вот. Подготовила тоже печенье. Печенье, когда будем сейчас вот добавлю желатин. Аккуратно такой вот струечкой его вливаю и хорошенько размешиваю. И я уже вот пока даже вливаю и чувствую, что он начинает потихоньку у меня даже уже так вот схватываться. Вот видите, уже сразу вот он схватывается такой. Одну часть я себе откладываю для того, чтобы сделать прослойку такую шоколадно-кремовую. И добавляю туда просто какао. Можно натереть шоколад, это как вы что любите, можете импровизировать. Сегодня большую часть я оставила просто, у меня будет основа такая более белая, то есть творожная, а часть небольшая будет вот такая шоколадная.
хорошенечко размешать. Печенье произвольно, вот как вы хотите. Хотите рядочками укладывайте, хотите вот так вот покрошить, потому что когда вы зальете эту массу, оно все равно у вас как бы подтает там внутри, растворится. Нарезаю абрикосы, клубнику. Я прямо туда. Можете выкладывать, вот кто как хочет. Мне понравилось больше вот так готовить. Я сразу добавляю их в миску. У меня просто уходит на это меньше времени. Если вы хотите, конечно, можно просто их красиво выкладывать в саму уже форму. Когда перемешиваете, просто лопаточкой так не сильно их давите. Немножко просто вот их перемешайте аккуратно. Пора года сейчас хорошая, и вот это разнообразие разных фруктов, ягод позволяет делать вот эту нам вкусноту. Что касается по форме, лучше всего вот для ободочка, когда будете потом заливать, берите бумагу, не просто такую вот пергамент, потому что она тоже пойдет. Единственное, когда вы будете снимать форму, вам будет труднее ее от стенок, вот от борта тортика, просто ее снимать. Она прилипнет к нему, она снимется, но это у вас просто уйдет дольше времени. Поэтому продается сейчас такая вот хорошая пергаментная бумага на силиконовой основе. Ее вырезаете по кругу, и она такого многоразового использования. То есть вы ее достали, можете сполоснуть под водичкой и обратно пользоваться в следующий раз. Ну, это вот если кому-то надо в целях экономии. То есть она такая многоразовая, несколько раз можно пользоваться ей, пока она совсем тоненькой не станет и не захочет к стеночкам вам прилипать. Что касается вот этой самой бумаги, саму форму, бок формы я смазывала когда-то подсолнечным маслом, а в последнее время просто сливочным. И мне на сливочном держится вот эта бумага гораздо лучше, скажем так. Это вот у меня бумага, кстати, здесь вот было не силиконовая, закончилась силиконовая у меня, и я использовала здесь обычную вот эту вот бумагу, как я вам говорила, обычная бумага, но она тоже снялась, все хорошо. Для украшения я сейчас натираю шоколад. То же самое, терка может у вас быть произвольная, какой вы хотите крошку получить, насколько красивую. И начинаем украшать. Это у меня такие вот рисовые шарики. И произвольно вот так посыпаете все, что есть. Хотите, можете сверху украсить своей же там клубничкой, абрикосами. Ну вот у меня сегодня такая задумка, чтобы он такой был немножечко нарядный. И что еще мне нравится в этом тортике, что он не только готовится у меня к какому-то обычно празднику. Да нет, как раз он готовится просто вот если мне хочется что-то такого вкусного, десерта творожного. Допустим, не сырник скушать, а именно вот он получится и фрукты здесь. И мы же взбивали его со сметаной, он получается такой нежный, сытный и вкусный. Мы его там не жарили условно, масла в нем нету. То есть вот он такой хороший, можно сказать, почти диетический. Вот так вот я его немножечко украсила. И сейчас я для того, чтобы где у меня еще есть просветы в этом тортике, натираю еще печенье. И в этих местах, где были просветы, добавляю. Будет и красивее, и сытнее.
Поэтому импровизируйте. Вот все, что вы захотите, оно все будет вкусно. Вот поверьте. Я в последнее время остановилась именно вот на этих тортиках, десертах, скажем, потому что он легкий в приготовлении и вкусный в употреблении, скажем так. Ну, вот такой он у меня на выходе получился. Сейчас я его отправлю застывать уже в холодильник. Обычно делаю во второй половине дня. И вот сейчас уже утро, и я его достаю. Разрезаю. Видите, режется он хорошо, то есть он не разваливается, он не сильно мягкий такой получается, но в то же время и не твердый, то есть не резиновый. Он будет именно такой вот мягкий. Здесь будет зависеть пропорция от того, насколько вы хорошо протерли творог свой и насколько у вас хорошо получился вот именно сам процесс с желатином. То есть, чтобы ваша порция не была слишком большая желатина, но в то же время и не маленькая. То есть, тут нужно вот просто попадать в такую хорошую серединку. Вот видите, фрукты в нем, абрикос. И поверьте, он очень вкусный. Я вот пока вам даже снимала, мне же труднее чуть-чуть снять это и вам показать. Готовится он гораздо еще быстрее, если бы вот не съемка. Я уже себе вот подготовила чай, заканчиваю съемку и просто вот хочу уже сама продегустировать. Потому что когда готовлю, самой это очень такой вызывает всегда большой аппетит. Так что приятного вам аппетита, готовьте, надеюсь, вам мой рецепт придется по душе. Жду вас на своем канале дальше. Пока-пока.